Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я зашла в момент, когда, слышу немец и слышу Филис. И вижу, как эфирное тело Ольги как будто бы летает вот так, зависло в воздухе. А вот этот немец такой черной рукой берет и как будто тесто, знаешь, вот так откручивает. И так что-то, М, а потом пах, вот бросает в, в эту, куда-то вниз. А почему-то эта Филис, она стоит сбоку, мгм, как черный дух такой. И смотрит, и как бы подбадривает его, смотрит вот так, что происходит. мгм. Ну ладно, разберемся, Виктория. Отсоединись от всех и всего, поднимись выше. Мгм. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. 1, 2, 3. И я вижу, она идет, как навстречу. Такие волны какие-то. А, а, Как будто она проходит сквозь что-то. Такие вот волны идут. Мгм, А здесь на голове как такая трубочка какая-то. Она мгм, пытается ее оторвать. Когда я посмотрела, что это за трубочка, я слышу Филис. мгм. Так. Хорошо, Виктория. Давай сразу считаем эфирную ДНК Ольги. Она ли это? Да, сейчас посмотрю. Да, это она. В сердечной чакре как черный шар. И от этого черного шара идет вот в сектор, вот где-то сюда, вот так находится вот это, я слышу, генетическая память о разрушении добра. И вижу вот этот э, э, ритуал посвящения считывается. И он также от него идет подключка в сектор магии. И там как будто бы, буквально как мужчина вот насилует. Вот такие действия. Этот дух. Угу, Слышу дед. Ам, Он как был одержим духом насилия. угу. Так. Проявилась вдруг маленькая записная книжечка. Нужно будет на нее обратить внимание. Вот тоже в этом секторе находится. Угу. Подключка в сектор колдовства идет. Угу. Хорошо, Виктория. Давай спросим Ольги разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Угу. Так. Ну, давай посмотрим, что это за записная книга. Что это за энергия. Маленькая такая. Ну, сейчас оно вышло, смотри, это как посередине. Давай Угу. сначала кто там в первый проявился. Вот этот, Так. вот этот сеанс. Так, Я все. слышу репродуктивной генеалогии. Так. Репродуктивная. Так, это связано с этим немцем? Или это другой? Сейчас я посмотрю, Что рассмотрю это эту за сеанс? ситуацию. Давай посмотрим. Я слышу гипноз. Так, приказываю проявиться, кто делает этот сеанс. Угу. Да, звучит как-то какое-то имя. Ну, скажи, как его...
Оливер Михаэль Брехт. О, Брехт звучит. Брехун Так. приказывает этому Брехту отвечать, что он делает в пространстве Ольги. Он говорит, искажаю генеалогическое древо жизни. И говорит, что подключает и вот такая рука сектора интерферентов, как будто бы рука вот с такими пальцами. А это что? Он говорит, она будет служить мне, и это выглядит как будто дерево такое сухое вверх ногами, и одна такая, как часть этого дерева, как рука, а потом как пальцы, вот как расходятся уже маленькие эти корни поменьше, и там считывается как клубнище. В этом клубнище энергия Ольги, и он берет ей вот так на голову, как будто такой черный этот, как крышку, вот так, саркофаг считывается, закрывает. И говорит снова, она будет служить мне интересам мафии. Говорит, интересам мафии, проституции, духовного блуда. И в нем этот жуткий черный. Черный, оно и звучит негро. Негра. Ну, как в испанском. Ага. Черный дух, он какой-то, ну, точно в нем идет энергетика вот африканская какая-то. Вижу, как будто он этот кучери такие, ну и характерные черты. Угу. Брехт, да, это он. Звучит снова, когда я смотрю. Вот я его спрашиваю, что он делает. Вот это откусывает. Угу. Он говорит, что уничтожает трудовую память и привязывает новые корни памяти. Говорит, что отключает ее от памяти первосвета. Угу. Так, понятно. Так, и где эта зацепка, где Ольга позволила этому Брехту вторгаться в ее пространство? Ну, сейчас я с ней поговорю. Угу. Я вижу, как это постоянно идет, как он закрывает. Буквально вот так это идет, она как будто бы лежит в эфирном пространстве, а этот саркофаг вот так раз и сзади вот это все, как на черной платформе, и закрывает. И я слышу, закрывает ясновидение. И оно вот так раз, эта крышка закрывается. И когда она вот так смотрит, у нее эти импланты, как черные потоки в глаза, на таком расстоянии. То есть я слышу убрать дальновидность, то есть создание... Она как бы не может создавать себе проекции будущего, потому что все как бы под контролем у них. А она хочет узнать правду. Угу. Считывается, что в ней дух живого Бога. Вот эта любознательность, это как раз и есть признак живого ума. Угу. И достает эту книжечку. Записную. Угу.
маленькая такая, толстенькая, вот такая, Мгм. прямо как Так. квадратик. Она с этой стороны снизу черная, а сверху сияет. Сверху она, я вижу, сияет, заманивает. Сверху они как будто бы энергии разума, а внизу так и звучит чаклунство, то есть магия, колдовство. Мгм. И тут же проявляется Филис. Я чувствую, что это в разные события, но в эфирном пространстве оно связано в одной точке. Вот эта Филис стоит. Мгм. Я сейчас замораживаю его. Вот он стоит с этими Мгм. руками, манипулирует что-то. Мгм. Брехта замораживай. Я его Мгм. заморозила. А это Филис. А от него подключка идет. И от нее, и где-то в одну точку. Мгм. Что это за точка? Что она обозначает? Я, когда ее беру вот так вот, как будто бы орешек вот так раскрываю. Мгм. И вот раскрыла, и там кричит ребенок, маленький, новорожденный, он только родился. Это Оля. Так и звучит, Олечка. Маленькая. И от ее пуповины черная подключка. Просто к пуповине. Мгм. Что это за подключка, куда она тянется? Когда я смотрю на эту подключку, я слышу Брехт. Мгм. Так. И говорит дальше эта энергия, что Ольга, он говорит, она спрятала меня. Вот он ее, я вижу, что он ее спрятал. Но идет информация, что она его спрятала. Она его спрятала в себе от посторонних глаз. Мгм. Так, как-то укрывает, да? Так. А вот эта Филис к этой точке, к этому событию рождения Ольги как относится? В этой точке рождения идет именно эта точка рождения, которая связывает. Это точка рождения, это ж мы пришли к ней. Угу. Ага. Так, а подключка к вот этому А Брехту. подключка идет Мгм. Брехту, к этой Филис и в сектор интерферентов. Ну, очень черная, фактически магическая подключка. И в секторе интерферентов там сразу такой ниш, внизу такое пространство, очень черное. Угу. Так, аккуратненько давай посмотрим, не погружайся сильно туда. Что там за ситуация? Сейчас я посмотрю, Мгм. как туда Олечка попала, Угу. что она Да, там да. делает. Угу. Посмотрим, каким образом она туда попала, что произошло. Вижу, что так, это черное пространство, а внутри энергия, она Оля, и она говорит, что ее растиражировали. И это выглядит как вот такая субстанция черная, в которой внутри как будто нейронная сеть растянута, объемная по всему этому пространству. И есть такие энергетические Узлы? узлы. И я вспомнила, то есть пришло вот это, что говорила Оля, Оля. 12, что кого-то там растиражировали. А я вижу, что в этих узлах лица Оли.
То есть это ее энергетика, я считываю. Угу. И она еще какое-то слово сказала. Что у нас? Она говорит, что ее размазали. И это считывается вот так, что выглядит как в секторе магии, как будто делают тоненький такой блин, растягивают. Она Угу. говорит, что размазали по пространствам антимира, увлекли за собой события прошлого. Угу. Так, и что эти частицы Ольги там делают в том пространстве? Она говорит, собирают навоз. Отходы репродуктивного Репродуктивной деятельности сознания? Сейчас я посмотрю. Я говорю Угу. то, что вот Да. слышу. Угу. Я ее спрашиваю, чего репродуктивного. Она говорит процесса обновления антимира. Говорит колесо сансары. Угу. И слышу дух перерождения. Круговорот, вот этот зацикливание. Да. Угу. Так, где этот дух? Где-то я его считала, он где-то мелькнул. Угу. Дух перерождения. То есть программа перерождения, контролирующая перерождение. Где эта программа Я слышу, приказывает? оно выглядит как, слышу целлофане, то есть в искусственном. Интересно. Вижу, как будто бы в целлофановом кульке, слышу ободке. Так, что это за ободок? Угу. Я слышу сознательное подключение к эгрегору перерождения. Так. Угу. Когда это произошло? Где это событие, когда это произошло с Ольгой, когда она сознательно подключилась? Я вижу, что это произошло во время ее рождения. Она рождается, и во время схваток буквально она бьется головой о таз. Так и слышу. Угу. Вот. Там сейчас я поспрашиваю, как она себя чувствует. Угу. Слышу гематома, то есть в головном мозге идет сильное напряжение. И буквально энергия так сгущается и образуется действительно как гематома. Угу. Мало того, я слышу, что идет как излияние в головной мозг. Сейчас я Да. найду эту. Да, я вижу тоненькая такая сосудик такой тоненький, и там несколько, буквально я вижу, как несколько, буквально как эритроциты, они проникли сквозь сквозь разрыв сосуда. Они выходят наружу и образуется вот один, я вижу. И образовал такой ободок. Затвердение какое-то. Но вот этот процесс рождения продолжается. Она хочет увидеть свет. Она хочет увидеть свет, и у нее, я слышу, надежда на первосвет. Так, а что это за пространство первосвет? Посмотри, Виктория. Что интересно, мне пару дней назад
Ни с того, ни с того вот это пришло слово по отношению, ну, есть такой цветок первоцвет. И я подумала, почему он первоцвет, если он не первым цветет? Мгм. Подснежники цветут первые, крокусы цветут первые. Что это такое вообще? То есть как-то я вот проникла в такое. А здесь первосвет. Мгм. Это имеется вот, это пространство первосвет, оно как бы у нее есть. Я слышу, что это, пространство созидания, пространство сотворения будущего. И когда она рождается, оно буквально вот здесь находится у нее. Это у всех, вероятно. Вот здесь. Вот так, как такой объект, как шар. Это пространство созидания, превращения, я слышу, иллюзий в идеи, в план, созидание, создание образа будущего. Так, Мгм. и я вижу, что когда она рождается, то происходит подминание, я слышу, подминание головы, идет энергия. Сначала вот пошел как энергия, где лоб, вот сюда, потом разворачивает ее вот так, сгибает позвоночник, шея. В шейном отделе происходит подключка, в которой я слышу Филис. Мгм. Да. Так, да. Мгм. Так, Филис тоже как-то в этот момент воздействовала или ее энергия? Что это за... Нет, это не сама Филис. Ага. Ну, эти духи, да? А это тот общий дух, как Мгм. корневище, сознание антимира. То есть, когда она родилась как в единой, я слышу, цепочке сознания антимира. Мгм. Так, что же произошло? Почему она... Я посмотрю, сейчас я спрашиваю, почему она разрешила подключиться к этому. А Мгм. она говорит, что они достали ее, нашли ее из подсознания будущего. Так, и где это Мгм. подсознание будущего? И я вижу, что это находится в секторе а, антимира, вот интерферентов, огромное такое пространство. Это то, что я видела сначала, что она там как будто бы Мгм. уже. То есть это гипотетическое будущее, приготовленное антимиром. И вот эти все люди, которые встречаются, они как бы уже были приготовлены. То есть матрица сознания, я слышу, эфирное пространство дьявола, противника, Сатанаила, Люцифера. Это вот и есть. Этот мир, в котором мы живем, Мгм. это и есть мир тотального сознания. То есть это сознание антимира поглотило сознание, я слышу, будущего человечества и спроецировала его по собственному плану и пускает постоянно по траектории сознания Люцифера. Так и Мгм. звучит. Вот. Сейчас я посмотрю, когда впервые Ольга очутилась в этой конструкции.
И снова я слышу, они меня достали. Я спрашиваю, откуда? Она опять говорит, что из сознания Люцифера. Так, где это сознание, где она находится? Вот в каком-то гипотетическом прошлом для создания гипотетического будущего. Гипотетическое прошлое. Мгм. Почему гипотетическое? Почему? Я слышу, что оно уязвимо. Это генетическая память. Она показывает физическое тело. Вот я ее вижу. Она вот показывает, говорит изъяны Мгм. в генетическом коде человека. Я ее прошу, чтобы она показала тот изъян, когда она впервые подсоединилась к этому. Оно вот такое впечатление, что вот дохожу до какого-то момента, а там как стена прозрачная. Мгм. Там идет эфирная операция. Я слышу по удалению мозга. Так, это пространство. Мгм. На столе лежит Оля. Так. Постоянно вот это идет репродуктивная особенность. Репродуктивная особенность. И я, когда об этом подумала и говорю, то я вижу, как во время этой эфирной операции берут такую... Оно выглядит как киста. Почему-то идет киста. Как Мгм. шарик такой. А на нем еще такие на ножках шарики. И вот это из нижней чакры вот так переходит буквально в зону вот, третьего глаза и на зрительный центр. Оно так уменьшается. Считывается проекция будущего. Так, ага, теперь все стало понятно. Короче, в яйцеклеточках в этих, в репродуктивных органах человека находится код, изъян, который вот как перенесен, влияет на, а, я так и слышу, репродуктивную функцию человечества. А что это такое вообще репродуктивная функция в этом плане? Мгм. Я слышу, что это как бы сотворение, создание, как размножить будущие события, создание. То есть я вижу, что это связано и с физическим зрительным центром. И вот здесь вот это пространство создания будущего по оригинальному собственному плану. То есть Мгм. оригинальный план, то есть такой, как у Оли, больше ни у кого нет. Это по ее... Так, а кто Чем? делает эту операцию и когда? В Кто? секторе магии проявляется сущность длинная, с глазами. Он как у рака. И у него Выпучен. усы Мгм. такие от морды. Морда вытянутая. И усы. Вот это я вижу, что эти усы, это вот и есть вот эта волна, которая вот так ее как бы, она как шла, то ее как будто бы такие волны как бы сдерживали, сдерживающие. Я вижу, что эти усы у этого существа, он прямоходящий, как человек. Мгм. Похож на серого цвета. Да, миндалевидные глаза, но имеет вот такие еще особенности. И он находится именно в секторе магии. Так, и кто это?
приказывает этой сущности назваться, кто она такая. Это робот, он говорит роботизированным синтетическим голосом. Он говорит, что мы меняем генетическую память. Мгм. Он там не один, я вижу. Это лаборатория сознания. Мгм. Как он, вот этот, связан с этим с кодом изъяном? Что это Так, такое? Мгм. проявился такой символ, как оранжевого цвета рука. Вот 5 пальцев. Рука. Так, Так. я вижу, что во время этой операции они буквально достают из, вот как будто бы из промежности. Так. Что-то достали. Что это такое? Не достали? Приказывает тому, кто достал, отвечать, что они делают. Говорят, обрезаем генетическую память. Мгм. Хромосомный код. Изменяем хромосомный код. Так, на что они его изменяют? Приказываем отвечать. Укорачиваем. С какой целью они это делают? Приказываем отвечать. Кат. Кат. Это обрез? Прекратить долгожительство. Мгм. Прекратить долгожительство. Ух ты, блин. Так, Уйти ладно. в нереальность. Ладно, Виктория. Отсоединяйся от этих роботизированных. Так, Так, сейчас. давай посмотрим, что произошло с Подожди, эфирным. подожди, Ага, дай, так, стоп. помоги мне. Угу. Я в него зашла. На счет 3, Виктория, ты отключишься от них, выйдешь выше в светлое пространство. Все чужеродное Да, отправишь. Угу, хорошо. Так. Что произошло с Ольгой во время этой эфирной операции с эфирным телом? я вижу, что это произошло во время рождения. Ее буквально закрыли в этот корень, вот в это пространство. Угу. Как ну, он считывается как клубни. Ну вот как клубни там каких-то корней, где растут какие-то, ну, картошка вот точно так же растет. Там Угу. корни, и в этих клубнях еще растут картошечки. И вот в одной из как будто бы такой какой-то картошечки, вот она там Клубень. Угу. Да. рожденная, да, Так. новорожденная. Она ее размножили сознание на 12 проектов. Вот это идет число 12 проектов, и вот так они вот так как раздвинулись в этом черном ободке, который называется ободок, вот, а на самом деле выглядит как мешок сознания Люцифера. Угу. Так. И что это вообще им дает, это размножение? Какова их глубинная цель этого процесса? Так, я вижу, что вот это пространство, оно как шар, а сейчас оно выглядит как мяч, который подпрыгивает, пружинит. Вижу вот такие движения, ну, правда, плавные, знаешь, как Как волна? как Угу. волна, и вот так как баскетбол, и они вот так вот это мяч дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, а потом берут и пух, бросают в корзину. И вот эта цель, вот покатать оно считывается, Угу. покатать, а потом вот бросить
вынести я слышу, вынести Люцифера в эфирное пространство сознания первосвета. Мгм. И Люцифер хочет попасть в пространство, и он это делает успешно, не просто хочет, он это делает, попадает таким образом в пространство создания будущего, и как бы, когда человек, сияющая душа, создает свою реальность, она для себя желает всего самого лучшего, счастья, и поэтому энергетически поднимается вверх. То есть душа желает развития, гармонии, счастья, процветания и жизни. Таким образом выносит эти черные энергии за собой в более высокие пространства. Но Мгм. там уже внутри есть заключены вот эти проекты антимира для создания иллюзий, я слышу, фантазий, антимира, вот этого Люцифера, так сказать, этих программ. Мгм. Я слышу уготованная прошлость. Так, я вижу, что переносится таким образом в будущее, как огромные зеркала черные, эфирные отражатели на прошлое событие. И таким образом происходит зацикленность событий, когда будущие события отражают прошедшие, то есть Прошлое. происходит то же самое, но уже на более высоком уровне, да, то есть с Мгм. одной стороны происходит как замещение, вот эти черные энергии продвигаются вверх, а вот эта сияющая энергия поглощается, уходит вниз. И вот эта сетка черная, я слышу 12 люциферианских законов. И вот это, где сияющая, вот эта раздробленная на 12 частей сияющая душа, она вот так вот уходит вниз, а это, как сетка, уходит вверх. Я слышу раздробленность души на Мгм. 12 проектов. Почему-то на 12. Что значит 12 и что это за законы? Она считывается как законы сознания Люцифера. Так. И вот я смотрю, закон мести, закон смерти, закон предательства. Ну, какие это законы? Это же просто как программы. Ну, правила ихние. Потом Ихнего слышу еще существования. брехня, Ложь, магия, насилие. насилие. Ну, это все мы знаем. Мгм. Но как оно выглядит в эфирном пространстве? Оно выглядит как сетка, звучит ловушка, ловушка сознания. Мгм. И Как слышу, это все программа, и слышу прекращение рода человеческого. Мгм. То есть человеческий род с человеческим сознанием таким образом погибает, а вот эти черные магические духи поднимаются таким образом по этим естественным путям развития, которые как в проекте созданы, уже сотворены для сияющих душ, они их захватывают. Это как дороги, да, по которым Мгм. должен, например, там пассажирский поезд идти. А они пассажирский поезд пустили под откос, а сами военные поехали по этому. Использовали уже готовые рельсы. Вот что-то такое вот здесь. Каждая Так. душа при рождении уже имеет запрограммированную систему потенциальных событий. Мгм. Вот она рождается, вот это пространство первосвета. А что в Это эфирном захватили. Мгм. Что в эфирном плане означает вот этот код из Йента, что они укорачивают ДНК хромосому? Ну,
Переформатирую вопрос. Что означает укорачивание хромосомы для Ольги? Это что? Я слышу кат. Укорачивание, Ну, как бы да? обрезание. Обрезание. Как бы доходит до какой-то черты и кат. Вот это как пятерней, оно так и идет, как пятерня. Так, а что же это за пятерня рыжая? Угу. Что это за энергия? Это пятерня. Я вижу это как перчатка, вот как гинеколог одевает перчатку, чтобы делать свои процедуры. Вот эта перчатка, Угу. она вот как инструмент изъятия, я слышу, потенциальной угрозы антимиру. Так, а в чем угроза? Я слышу, что я просто вижу, что вот человек, который набирается опыта, то есть он рождается, набирается опыта, и у него долгая, как бы свободная жизнь, и он имеет потенциальную возможность освободиться сам, то есть изменить свои ошибки, если он допускает, то есть просто при жизни. Они боятся длинной жизни. То, что человек сможет исправить ошибки в течение Да, этой длинной жизни. потому что это так буквально звучит закодировано, то есть это как право, верховное право каждой души проявить свою волю в любой момент. Да, так-то мы могли умирать только тогда, когда захотим. Тело наше способно обновляться сколько Не умирать, а угодно. переходить в другие измерения. Да, Никто да. не умирал. Угу. Так, хорошо. Значит, вот эта эфирная операция. Давай посмотрим соглашение Ольги, почему она согласилась на эту операцию. Я сейчас вижу, что идет как будто бы с ее пространства в этот момент вот так вытаскивают, как огромный лист. Вот прямо с нее, вот так вот она рождается, а с нее вот так вытаскивается, я слышу, эфирное подсознание, то есть информационная карта ее прошлых жизней. Почему-то постоянно звучит Филис. Угу. И так, давай посмотрим всех этих паразитов. Вот этот паразит снова проявился. Он в секторе магии. Вот этот дух, как морда странная с усами такая. Серый робот этот. Ага. И их там много. И еще другие роботы, они в секторе магии находятся. А ими управляет дух, какой-то дух. Так, Что это черный. за приказывает этому духу проявиться, отвечать, кто он такой, суть его? Вот этот эгрегор, в котором вот так находится вот это пространство, где эти души, считывается дух смерти, хозяин смерти, и ниже вот этого идет Люцифер, то есть сын погибели, сияющий, отражающий сияние, антисвет, Угу. тьма, Люцифер. Вот оно идет туда вниз. То есть я вижу, что таким образом в пространстве Ольги произошла замена кодировки из жизни на смерть, из собственных вариантов развития событий уже подконтрольные. Вот.
Так, хорошо. Ну давай тогда посмотрим, подписывает ли контракт какой Ольга при рождении. Почему она согласилась на эфирную операцию? Так, снова звучит Филлис, но что-то с этой Филлис не все гладко. Вдруг она вот так делает фух, рукой и перелистывает в секторе магии такую книгу, как будто журнал записей. Угу. И она говорит, я ее спросила, что она делает в пространстве Оли. Она говорит, что она... Сейчас еще раз ее спрошу. Спроси еще раз, что она делает в пространстве, Ольги. Она говорит, что она ее убеждает в своих иллюзиях. Она убеждает ее принять чужую карму. Сейчас я ее спрашиваю, чью карму и какую. Угу. Она говорит, моего друга Сергея. Показывает на Сергея и показывает на этого немца. Угу. Брехта. Да. Так, а когда я подумала о Стефани, о которой говорила, а Стефани сбоку находится в каком-то сером, она как в какой-то субстанции серой. Угу. Считывается, ха-ха, мы ее проработали. Понятно. И снова вот в этой всей конструкции проявляется ребенок, который рождается. Угу. Давай поговорим с Ольгой, спросим, почему при рождении, а по какой причине она позволила проникнуть в ее пространство. Но это еще не факт, что это было при рождении, что это не навязанная новая программа. Угу. Потому что у меня постоянно идет такое чувство какое-то. Сейчас я посмотрю, что реально происходило. Я вижу, родился ребенок, подключка на голове, вот на животике, да, вот это. Я перерезаю пуповину, я говорю Оле, что она вообще-то отменила свои все первичные контракты, почему она позволяет этим всем энергиям находиться в ее пространстве до сих пор, и вдруг вот этот дух как вышвырнулся вот так, как с ее пространства, как шмыгнул. Сейчас я его вот так как-то схватила и приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве. Ольги. Звучит Филлис. Хм. Я вижу, что Оля как будто бы впитала в себя вот эту эгрегориальную структуру, в которой вот эти 12 этих частиц в себя, и это буквально считывается как переброс кармы, переброс программирования. Угу. Вот этот механизм, да? Да. Так. Угу. Это то, что она получила взамен ее частичек души. Я слышу доверие Филлис. Угу. Я считываю, что Оля не отдает себе отчет о действии программ, которые, они работают как бы сами по себе. Человек может быть не так уж и плохой и действительно желать чего-то хорошего и говорить, что он считает правдой. Но его программы, которые он выполняет, могут быть очень негативные. И эти программы заразные. Я спрашиваю Олю, чтобы она показала, когда она приняла эти программы. Я снова натыкаюсь на такую стену. Угу.
на стену. Ну, давай на всякий случай, было ли это с ней реально или это навязанная память, в принципе, не имеет никакого Да. значения. Пусть она расторгает этот контракт при Мгм. рождении и отказывается от насильственной этой операции. Мгм. Сейчас посмотрим, Так. как оно будет изменяться. Хорошо. Пусть Ольга зайдет в своим сознанием в тот момент и отменит ее позволение участвовать в этой операции и подвергать ее насилию. Пусть отказывается от любых Я воздействий. вижу, как она подходит к родовым путям. Я слышу, изменяет реальность. Она как будто говорит телепатически с мамой, и мама открывает ей дверь, проход в новый свет. И она, когда родилась, ее буквально вот это пространство, которое считывается как новый свет, выводит и становится вот здесь, где система программирования. Это находится вот с левой стороны по ментальной карте. Система программирования будущего. Мгм. Вот почему все колдуны находятся с левой стороны, потому что им это нужно, именно в этот вектор проникнуть. И я вижу, как этот ребенок вот так поднимается и говорит: я сама по себе. Сейчас этот ребенок стоит и стучит в секторе магии. Вот как будто бы маленькая девочка в ползунках. Стоит и стучит. Она стучит как маме и к папе, которые находятся в секторе магии. Считывается, что они предали ее деду-насильнику. И я вижу там такие лица, они как будто бы вот штабелечками двое лежат. Она ему так берет и показывает, разворачивает этот лист. И я вижу, что в эфирном плане они с этой ситуации как выходят. Они как будто бы под полом, как будто бы их под пол вот так засосало от этого решения. И они вот раз и выходят. И в этот момент как будто бы родители ее вот хватанули за эту подключку от деда, которая в промежности и к руке, и оторвали. Мгм. Я слышу, пустили ее в школу. Я передаю, вот вижу эту ситуацию, как будто девочка, вот правая рука как будто бы привязана. Мгм. Так, это ситуация в эфирном плане, Виктория? Да, это в эфирном. Я вижу эти импланты, как будто бы она привязана таким каким-то бантиком. От левой Понятно. ручки идет, а левая рука, имплант идет, выглядит как рука, которая как бы тоже к промежности. Так, сейчас я посмотрю, что это за имплант. Я слышу, это разрешение насиловать себя, изнурять себя, изнурять, страдать. И я вижу, что вот эти связи с этими колдунами, это как почему-то идет правомерное нарушение конов света. Почему правомерное? Ну правильно, потому что разрешено всем все делать. Никто никому Мгм. не разрешает. Творец Не запрещает, предупредил, да? не Да. запрещает ничего. Хотите зло делать — делайте. Хотите добро — делайте. Но плоды пожинайте тоже соответствующие. Вот. Мгм.
Так, где это разрешение изнурять себя? Что произошло на физическом плане? Вот я вижу, как это эфирная операция, и там вынимают, как будто бы у нее из промежности какую-то субстанцию. Считывается как вверх ногами. И я вижу, что это выглядит в эфирном пространстве, как будто это ребенок какой-то высохший, одни косточки. Считывается программа изнурения себя, Мгм. отчисления от числа живых. И вдруг эта маленькая книжечка залистала, листочки, как на ветру. Так. Что это за книжица? Что там? Я слышу пороки, список пороков. Они считают, так называют, ну, так как можно образно сказать, считают, оно считывается как происшествия, пороки, преступления против света. И вдруг кто-то из сектора магии вот так поколотил, вижу эту чашку с кофе, и вот так вылил на эту ситуацию. Мгм. Ситуация. Сектора магии. Так, Так. сейчас я спрошу, что она делает. Гадание. Да, это Филис. ресторанчик. Мгм. Так, что это за гадание? То есть, что это за Сейчас я событие? спрошу, Мгм. кто это. Это Мгм. Филлис или это Штефани? Почему-то не пошло имя Штефани. Так. Очищаем пространство, всю ложь, ихние изъяны приказываем забрать. Ну хорошо, а М. Оля читала аспекты. О ком? Кто это сделал? Филис. А мне Филлис это написано. сделал. Да. Филлис это сделала. Я сейчас ее спрошу, почему идет имя Штефани. Угу. Спроси. А она говорит, что... Я это уже почувствовала раньше. Что она говорит вот так. Она меня прикрывает. Я хорошая. Я ее Переброс. Угу. спрашиваю, что она делает в пространстве и зачем она эту кофейную гущу погадала. Угу. Она отказывается, она говорит, что это не я, это Штефани. Она Мы все говорит, видим. мой эгрегор чист. Приказываем этой Филис говорить истину. Что она делает в пространстве Ольги? Она говорит, дублирую. И когда она вот это брызнула, вот этой, как будто бы в эфирном пространстве, на эту ситуацию, в этой ситуации появился такой, как гном с глазами. Угу. Я Так. слышу дух предубеждения, дух заключения в тюрьму. Угу. Ну вот эту тюрьму подсознания для формирования определенного направления развития событий. Угу. И от нее тоже идет: мы пришли вместе, вместе и уйдем. Я ей передаю, что вы уйдете все в разные стороны, если Хорошо. выбор будет разным. Хорошо. Пусть Ольга своим сознанием отказывается от этого ритуала кофейной гущи
изменить ситуацию, приказывать этой Филис забирать все ее программы, духи, навязанные программы. Я вижу, как будто Оля буквально руками, это как такая пленочка этой морды с глазами, такая бородатая, заросшая, как гном какой-то. Просто берет с этой кофейной гущи, где она ляпнула, и отдает на Филис. И когда она это сделала, то закрутился такой огромный барабан, такой черный, с такими шипами. Эти пиндерочки, так называемые, на концах глаза. Для того, это вот эта программа самоуничтожения и разрешения, вот, я слышу, дурачиться с жизнью. Мгм. То есть вот это несерьезное отношение к своей жизни, наплевательское вот. И я вижу, как Оля выходит. Я ей передаю, чтобы она отдала, я слышу доверие, вот энергия доверия, вот эти 12 частей, чтобы Оля сейчас отказалась принимать вот эти все Мгм. программы и варианты развития, и вернула себе ее творческий потенциал и отказывалась, если она хочет, верить Филис, верить чужим этим другим магам, и приказывает Филис убирать все ее подключки, чипы, импланты, программы ее же руками. Я вижу, как от Оли буквально как будто бы пошел, как будто она вылила ведро воды грязной в этой Филис, и это ведро просто ей на голову и ушло. А этот начинает магичить. Немец, который. Мгм. Так. Так, вот Начинает это быстро. Я его ухватила за эту его черную руку и посмотрела на него, на его лицо. И спрашиваю, а что это он тут делает? А он говорит, что помогает Филис прятать следы преступления. А чьи следы? Да, чьи? И он показывает, что у него под ногами, как стельки такие, какие-то энергии, такие сияющие. А это ступни. Ступни. Чьи это ступни? Кто хозяин этих ступней? Так, приказываю проявиться. Оно звучит как Филис. Я вижу, что они как будто бы в одни и те же туфли одевают один по очереди. Я спрашиваю сейчас, чьи на самом деле это. Так, походы. М. Они, вот это идет переобуться, сменить полюс воздействия, обойти со стороны. То есть у них как будто бы вот эта программа одна и та же, и они как бы по очереди то один, то другой воздействуют. Это система порабощения души. Мгм. Я слышу, эта программа заставить думать, как мы. Вот Мгм. эзотерический эгрегор, да? Так, было событие, когда Ольга, сейчас скажу, прочитала 3 его книги вот этого Брехта. Если она хочет, пусть Ольга она отказывается, расторгает и хочет отменить связь с этим, читать эти книги, пусть она откажется. Я вижу, как она эти книги, они как-то переворачиваются вот так, ходят с ее пространства, и она говорит: «Ты вор, убийца и лжец». И вижу, что открывается вот то пространство, где он делал ей какую-то манипуляцию посвящения.
Снова Мгм. идет это. 2 раза. Операция Энергетические посвящения. лечения. Типа. Посчитывается посвящение. Мгм. Посвящение. Я Так. передаю Оле, что она отказывается Да. позволять ему, кому бы то ни было, и ему лично сейчас, в том моменте, в любых моментах, считывать ее эфирное ДНК. Я вижу буквально, как вот эти 12 разрозненных частей вот так пух и выходят вверх, вот эта конструкция, а черная эта сеть сползает вниз. Я слышу Мгм. реконструкция событий. Возвращается вот эта реконструкция событий. Я слышу по живому плану света. Хорошо. Я передаю Оле, что ее рациональная часть отказывается принимать участие в любых гаданиях, иметь любые отношения с антимиром и подчиняться их влиянию. Мгм. И тут это рождение ребенка, и этот ребенок рождается, хватает эту черную подключку и кричит: «Да родилась я, родилась, чистая!» И вот эти подключки просто от себя убирает. Это считывается как навязанные идеи, Мгм. распространение гнета. Я вижу, что это, я слышу фантазии. То есть вот это, что было с этим рождением, эта эфирная операция, она это не было в реальности, это уже позже навязанные, это вторжение в генетическую память через содействие антимиру. По этим, Мгм. ну, Ну, это измененная память, да? То, что они да, да. навязали. Я Мгм. же чувствую, я же вижу, где оно находится. Оно находится как будто это прилепили к ней. Мгм. И вот это прозвучало имя Филис. То есть это навязанная иллюзия, память. Это не ее генетическая память. Сейчас я передаю информацию подсознанию Оли во всех наших сеансах предыдущих и говорю, что она расторгла все контракты с антимиром. Никто не имеет права вторгаться в ее личное пространство. И пусть она излечит свой внутренний критик, где Мгм. эти изъяны. Я слышала, доверять падлу. Так, подключка пошла прямо вот это в сердечную чакру, где этот шарик, и вот здесь принятие решений считывается. Доверять падлу. Так, а падла это кто? Что это? Кто падла приказывает ему падле проявить согласно его физической ДНК? В секторе магии появилась вот эта морда, как будто отпечаток, слепок энергетический. Это считывается как домовой, Мгм. домушник. И у него вот так в голове, как маятник, вот такой шух-шух-шух-шух. Слышу угадывание. Мгм. Так, что это было событие, когда этот домовой проник в ее пространство? Где позволила Ольга этому? Но это не домовой, это программа, Ну, это она программа, да. мертвая. Мгм. А вот это черное, вот Хорошо. этот, Да. слышу маятник жизни, угадывать, подсознательный конфликт с собой. Исключить чувствование, довериться бумаге. Какой бумаге? Мгм. Что Так, это за бумаги? я слышу там гороскоп. То есть это Мгм. эзотерическое мышление и плюс занятие маятником.
Так. Да, вот маятник проявился. Я просто вижу ее руку. Она как будто бы вот так сделала узелок, какой-то предмет. И над какой-то бумагой это делает. Я Мгм. слышу, эта бумага, когда я смотрю в нее, это сознательное отречение слышать себя, от себя. И вот этот снова зашуршал целлофан, Мгм. как будто бы целлофановый Ободок. кулек искусственный. Да, погрузиться в сознание дьявола. Так, Ольга отказывалась и отказывается от всех этих маятников, от вызывания духов. То есть она... О, закричала Филис, ты не можешь отказаться. И кричит, мы с тобой сестры. Мгм. А, Лошадь. и Мгм. быстро, программа такая быстро ищет, я слышу, вижу, как свидетельство о рождении, и налепливает. Я читаю. 1876 год. Что это она там налепливает? Я, Приказываю да, я ей ей говорю, что убрать. это не принадлежит Оле, и Оля вдруг смотрит на это и начинает сильно увеличиваться и поднимается вверх. Снова идет это, и соединяются навязанные иллюзии, поднимается вверх. Мгм. Я передаю Оле, чтобы она приказывала интерферентам, всем этому Люциферу, всем его этим роботам, пусть убирают его все чипы, импланты, подключки. И она вытаскивает из уха, слышу прослушку. Оно как ухо Шрека, как трубочка такая в ухе. Мгм. Вот. Так, кому это принадлежит? Это принадлежит тоже Филис. Мгм. Пусть Филис приказывает, пусть Ольга этой Филис убрать все ее воздействия со всех воплощениях, временах, уровнях бытия, пусть применяет на ней же и карму отдает ей. В этот вот момент, когда она, вот я вижу, отдает это ухо, она, ну, не когда отдает, а когда приняла это ухо, то подключилась к эгрегору прослушивания своего эфирного ДНК и запутывания. То есть как попала в сеть эту. И я спрашиваю, почему она? И снова доверять Филис. Мгм. Это не обязательно, вот некоторые думают, что это сразу ведьма, которая специально что-то делает. Каждый человек имеет свою энергетику. Есть спокойная и добрая энергетика, когда человек доброжелательный к другим, желает себе добра и желает другим добра. Это нейтральная энергия. Но есть люди, которые подключены к энергиям очень агрессивным. Да? То есть у Да. них сознательные программы очень агрессивные. И когда слушаешь таких людей, если слушать таких людей и принимать их трепет, такие, не трепет, а как-то трепать, я слышу, ну, как трепло, да, то есть Мгм. волны создавать пустые, всякую ересь снесет, если это воспринимать как за истину, значит, мы это принимаем. То есть подсознание, поломанная вот эта система распознавания добра и зла. Или, как мы говорим, внутренний критик. То есть Мгм. доверять идет это не себе, а кому-то чужому. Никому верить нельзя. И когда ты что-то сам видишь, все нужно ставить под сомнение. То есть, да, ну хорошо, я от этого отказываюсь, но это не принимаю к себе. То есть это меня не касается. Я есть здесь и сейчас. Меня нет в прошлом. Я не знаю, какое меня ждет будущее. Я его только могу визуализировать, представлять, да, но его еще Мгм. нет.
То есть я есть здесь и сейчас. А здесь и сейчас – это не доказательство того, что там когда-то было и так дальше. То есть все поставить под сомнение. Сомнение – это первый рычаг управления своим внутренним критиком. Это Мгм. как этот рычаг, который буквально моментально закрывает дверь в подсознание и не пропускает никого. И я хочу посмотреть, почему. О, дедушка всплывает. Она смотрит на него, а он же родственник ей, да? И Мгм. такие добрые энергии вот отсюда идут, и она смотрит, и она доверяет. И она говорит сама к себе: "Он же не может мне ничего плохого сделать. Он мой дедушка". То есть она себя сама уговаривает. Это самогипноз Мгм. для того, чтобы, э, не умереть от стыда, от страха, не быть уничтоженной и не принять вот эту, не осознать, я слышу, пропаганду, Закрыть. эту Ага. предательство. Это же какое жуткое предательство, извращение, да, по отношению к незащищенному ребенку. Но если это признать, это нужно признать, что я совершенно один, меня никто не защищает, ни папа, ни мама. И родной человек издевается, да. Мгм. Это, так и считывается глубочайшая, психоэмоциональная травма. Ребенок буквально как будто бьется руками и ногами вот так вот по полу от безысходности, но ничего сделать не может. И вдруг она смотрит на эту ручечку, привязанную с этим бантиком, а это бантик, привязанный как конфеты завязывают. То есть что-то там дедушка еще трепал своим лживым языком. Мгм. Вот. Объяснял. Да, что-то объяснял, то есть лгал. Мгм. Я передаю этой маленькой Олечке. Она как ангелочек, но у меня слезы, прям не могу на это смотреть. Пусть Оля приказывает этому деду, этим духам, интерферентам забирать все ихние воздействия, ихнюю ложь. Я ей передаю, что я ее мама, я ее защищаю, что есть первосвет, первоисточник. Говорю: "Посмотри, я тебя защищаю, тебя забираю отсюда". Я ее так маленькая такая, я ее по головке глажу. Она как ангел с крылышками сидит, маленькая, вся вот так. Я говорю, что я её очень люблю. Я ее целую и говорю: "Посмотри, вот твой папа". Вот, на свет Первотворца посылаю. А там лицо Жени я вижу. И он ее Мгм. взял, и я слышу, умыл. Взял вот так за плечики, повел, я слышу, умыл. И вдруг такое пространство, пух, все расчистилось, свет везде. И такая сразу, знаешь, как после грозы такая, такое Мгм. чувство облегчения. Я ей передаю, чтобы она вернула все частицы своей души, потерянные в этих ситуациях, и пусть приказывает этому деду всю его магию, ложь, убирать, я слышу, брешь. Вот оно, что такое брешь. Брешь – это как пробоина. И я вижу по-украински брехать, брешешь, то есть лжешь. Мгм. Брехать, ну, брехати – это лгать. И вот это я вижу, что брешь – это как раз та пробоина, которая пробивает энергосферу человека. Вот эта ложь, это и есть подсознательный тот дефект. И я вижу, как это все разваливается, вся эта конструкция навязанных чужеродных фантазий, идей. Это все было создано для того, чтобы замылить а, подсознание, замылить этими эзотерическими измышлениями, чтобы не раскрылась вот эта ложь семейного предательства. И вот она смотрит и видит эти черные энергии в своей генетике. Мгм. Но почему-то идет вот это мужеложство, вот это все.
Я передаю Оле, что она чистая божественная душа, и она может сейчас призвать к ответу всех, кто проявлял насилие по отношению к ней, и приказывает всем этим интерферентам, этим роботам убираться с ее личного пространства и убирать все прослушки. Слышу проглядки, прослушки, то есть вот это как сетка такая нейронная. Я ей передаю, что иррациональная часть отказывается вызывать дух деда. Какая-то еще вот это вижу. Да, она отказывается. Что нужно смотреть не в пространство насильника, а в свое личное пространство и найти там вот эти ответы все. И она говорит, я нашла. И вот так смотрит в эту пробоину в сердечной чакре, где я видела, что там это вытаскивает эту черную, отдает деду. И за этой подключкой тянется ее божественный дух, ее сияющая вот эта душа, а дед просто в руки берет этот дух и вытягивается из сектора будущего, программирования будущих негараздів, это будущих негативных, скажем так, ситуаций в переводе. Я передаю Оле, и она вот вытаскивает эту подключку из первой, второй чакры, и вижу, как ее ножки срастаются в энергетическом плане. Не ножки, а пространство между ножек. Срастается, она поднимается вверх, как ангел. Хорошо. И уперлась в какой-то, где 7-я чакра, уперлась как в потолок. Там как летающая тарелка, такой кружок серый. Точно как летающая тарелка. Сейчас я спрашиваю, что это. Тянется в сектор магии. В секторе магии. Кто находится в секторе магии, приказы проявиться. Вижу лицо Оли, а слышу Филис. И она говорит, я ее покровитель, я ее избавитель. И говорит, я ее веду к свету. К какому свету? А я спрашиваю, а почему у нее на ее лице маска Оли? А она говорит, она моя сестра. Но когда она это сказала, маска сразу превратилась, скукожилась, и в это лохматое лицо превратилась. А Оля так смотрит на нее и говорит, ты врунья. И говорит, уйди от меня. Я ей говорю, что Оля разоблачила ее, я слышу, таинственную ложь, утонченную ложь. Пусть она забирает все воздействия, и я вижу, как она буквально тащит, ого, как будто, Оля огромная, а она такая вот маленькая, черненькая, и она вот так, как веревками тащит налепленные такие фантазии, идеи, так считывается ее идеи. То есть это вот это сегмент разума, считывается антимира. И энергосфера Оли вдруг становится прозрачная, это отлипает. И подключка такая от этого все уходит, такая как стеклянная, какая-то на вид, тянется в сектор первотворца. И там я слышу дверь, вход в подсознание. Сейчас я посмотрю.
А, заглядывание в будущее, формирование будущих событий. Вот, по законам антимира. Я передаю Филис, что она вторглась в пространство Оли, и немедленно пусть убирают все навязанные идеи и программы формирования будущего у Оли в пространстве по ее плану. Мгм. Я вижу, как Оля топчет ногами. Этот портал уходит. Я передаю Оле, чтобы она избавилась от всех имплантов, очистила все ее энергетические центры, все ее эфирные тела и физическое тело от присутствия чужеродных энергий, чипов, имплантов. Вот в затылок этот имплант пусть убирают. И отказывается во всех временах и измерениях от любых решений, где она позволяла кому-то считывать ее эфирное ДНК не по конам живого Всесвіту и не для того, чтобы помочь освободиться по-настоящему ее душе. Все, кто Мгм. находится в секторе магии, немедленно пусть убирают их воздействие. Мгм. Ну что она так прицепилась и орет, берет и орет, что она ее сестра. Я говорю, что она ее не сестра. Что сестры у Оли и братья – это те, кто проявляют дух добра, созидания, счастья, жизни. И в этот момент вижу, как этот скелетик, как будто бы новорожденного ребеночка, отваливается. Это программа. Мгм. Вот. Старение это или как-то. Это программа отваливается, и Мгм. Оля поднимается вверх и говорит, что она уходит в свою реальность. Я передаю Оле, чтобы она притянула к себе, призвала все ее частицы божественной души, отозвала все соглашения, коммуникации с антимиром, все практики эзотерические, которые вредят ее божественной душе, и призывала карму на каждого, кто вторгается, лжет, насильничает в ее пространстве, и стерла со всех информационных полей все те приключения, которые были в прошлом, и ее будущее основывается только на здесь и сейчас, когда она свободная, чистая, божественная душа. Это исходная точка для проекции будущих светлых, чистых событий по ее божественному истинному плану. Мгм. Хорошо. Так. Пусть отдают всю карму истинным виновникам, полностью выталкивает из ее пространства все чужеродные энергии со всех уровней, со всех времен. Она вот так как махнула крыльями, то с нее вот эта паутина вся с такими как будто бы такая сеточка с такими какими-то бляшками, какими-то банками пустыми, вот Мгм. это навешана вся мишура. Но так тарахтит, и это все с нее сползает, и она очищается. Я передаю, чтобы она наполнила истинным светом каждое ее пространство, где находится ее энергетика в любом измерении, чтобы она наполнила это счастьем, свободой, Мгм. гармонией, жизнью, долготой жизни. Так, хорошо. Пусть Ольга зайдет в тот момент, когда зубной врач надавил ее сверху на голову и отменит это ее решение поддаваться. Пусть она изменит эту ситуацию. Но я вижу, что его программы как бы сработали на призыв тех программ, которые вот у нее эта программа была на голове. Мгм. А сейчас он меняет эту ситуацию, то есть он как бы не специально, это подсознательно так программы срабатывают.
Мгм. Я вижу, как он там аккуратненько возле нее там обхаживает ее. Мгм. Хорошо. Так, Виктория, отсоединитесь от этой ситуации. Пока. Да. Так, Ольга писала, что она ходила на природу и почувствовала тогда энергетический удар. Что это была за ситуация? Я слышу рок. Точно это из неба летит, как будто бы из неба. Какая-то энергия? Да. Угу. Так, А там чья это такой энергия? глаз. Огромный рептильный глаз. Считывается, просматривает пространство. Угу. Кто-то просматривал пространство. Кто это? Сейчас я посмотрю. Приказывает проявиться. Приказываю проявиться этому, кто просматривал пространство. Я вижу, что это как программа в эфирном пространстве или дух. Выглядит как колдун. Колдун, Угу. черный колпак с подозрительным подзорным таким зеркалом, ну, как будто бы лупа такая. Смотрит. Угу. Так. Пусть Ольга Считывается прикажет. Сергей. Сергей. Ага. Колдун этот. Да. Пусть приказывает этому Сергею забирать его воздействие, применяет на нем же. И карму пусть Ольга отдает. Отказывается позволять ему считывать ее пространство. И я вижу, как это происходит. Она буквально выдавливает эту черную энергию. И тот лоскуток информации, которую он считал, это как эфирный двойник, он возвращается к Оле, то есть она отменяет свое решение отдавать свою информацию, раскрывать свою информацию. Поднимается вверх. Хорошо. Поднялась вверх и стала на такую черную платформу. Считывается престол сатаны. И я ее спрашиваю, что она там делает. Там сильный ветер дует в этом пространстве. Угу. Она говорит, это эгрегор власти дьявола над миром. Она как будто бы на каком-то угле стоит. Говорит, угол земли. А их 4 угла. И она Так. стоит на одном, и там такой сильный ветер. Что она там делает? Она говорит, что она сторожит. Буквально как будто бы вот так всматривается вдаль. Кого она там сторожит? Она говорит, что время должно прийти, и 4 истинных Бога должны вот взять этот престол. Они по 4 сторонам стоят, как на платформе на такой, на 4 углах. Поднять и опрокинуть. И он переворачивается вот так, как вверх дном. Так выворачивается и вытаскивает наружу. Как будто, знаешь, как арбуз режут такими треугольниками. Вот эта черная платформа вот так выворачивается такими какими-то разноцветными пластами. И в конце концов, получается, вот так перевернулась. И получился как пирамида. Считывается пирамида власти Сатанаила. И там он такой крошечный, как таракан, сидит на престоле. И она говорит, что он возомнил себя великим творцом.
Угу. Так. Она говорит, мы пришли, чтобы разрушить его мир. Мир Мгм. иллюзий. И она говорит снести. Это как сильный ветер, как ураган. Говорит снести престол дьявола, очистить пространство души человечества, избавить, говорит, от навязчивых иллюзий, страха, говорит, возродить гармонию. И также я с ней говорю, она говорит, мы еще немножко подождем. Говорит, есть еще ушедшие души. И показывает вот там в глубине, где это, она как это, как перевернулась, это вот так вот, то там начинает, там светло, так очень свет идет изнутри, оно как будто бы землю вот так вот, как будто бы Мгм. к центру, к ядру земли. И она говорит, что там есть ушедшие души, как будто их ждут. Да, она говорит, мы ждем. Мгм. Так. А А ей интересно, что они делают там. Что? Они там освобождаются. Я вижу, что они там сидят, как будто бы в темнице, руки связаны, и они вот так там, как пиляют веревки эти, готовятся к освобождению. Мгм. И это она говорит, мы вместе пришли и вместе уйдем. Мгм. И показывает, перевернем престол сатаны. Они ожидают своего времени, своей очереди. Понятно. Вот это идет, что первые станут последними, а последние первыми. Мгм. Так, а Показывает Ольге... на часы и говорит: "Время сеанса закончилось". Ну, раз так. Мгм. Ну ладно, хорошо. Хорошо, Виктория. Тогда поднимаемся все вместе максимально вверх. М. Пусть Ольга призовет все ее частички души из всех ситуаций, всех времен, изо всех уровней, то, что принадлежит ее эфирным ДНК, данным Первотворцом, вернет и очистит. Все остальное отправляет на аннигиляцию и закрывает порталы. Да, энергосфера огромная, выглядит плотная, защищенная. Мгм. Звучит: "Я свет", смотрит. Но так интересно вот это все происходит в эфирном пространстве. Там Мгм. нет такого физического тела. И если даже вижу, как ангел, то в любой момент она может так раз и лицом, раз, хочет что-то посмотреть и смотрит, раз, приблизилась. Вот. А оно выглядит как будто солнце, как такой шар приблизился. Мгм. Очень интересно. А я ей Добро. говорю, видишь, Мгм. а я ей сказала, держи дистанцию. Я ей не позволяю в мое пространство вглядываться. Мгм. Вот так и работает система защиты. Коны взаимодействия. Мгм. Хорошо, Виктория. Спроси тогда у Ольги, все ли мы для нее сделали на этом сеансе. Она говорит, да. Мгм. Благодарим ее. Но она еще придет. Она Мгм. показывает, что у нее вот так, где голова, говорит, мы уберем расщелину. И там как будто бы такая, как полоса, которая разделяет налево и право. Мгм. Ну, хорошо. Считывается подсознательный дефект мнения. Мгм. Да, это эгрегор познания,
Эгрегор познания зла. Он привязан к 7 чакре. Я ей передаю информацию, что она творец божественной реальности, и она сейчас отказывается служить своими энергиями, своими желаниями, мыслями, словами и действиями антимиру, и отказывается познавать зло в любых его проявлениях. Угу. Я ей передаю, чтобы она приказывала убирать эти воздействия, но она говорит, я еще приду, там есть какие-то зацепки. Угу. Хорошо, Виктория. Вот это, что она держит, вот это вижу, как, знаешь, как башню такую держат, такие толстые тросы. Вот это еще есть как сигнал для антимира. Оно идет, что она удерживает, что-то удерживает. Угу. Да, это потом будет. Она говорит, ш-ш. Хорошо, Виктория. Поднимаемся вместе вверх, наполняемся энергией любви, жизни, гармонии. И снова говорит, мы вместе пришли и вместе уйдем. Угу. А я спросила ее, куда мы уйдем? И она показала, как веер такой, так шух. Угу. И как вот так вот. Сейчас я спрашиваю, что это? Оно считывается человеческий разум, как общее пространство человеческого разума. Полностью открывается вот так. Угу. Она говорит, избавление от зла. И уходит такое светлое пространство. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, весь ее дом, всю ее семью, все, что касается ее рука, ее разума, от всего чужеродного, от всех чужеродных энергий, программ, и наполняла все ее пространство светом. А она теперь так светится, находится в секторе Первотворца или будущего, и вся сияет, очень так уходит далеко, а свет, как будто бы, знаешь, можно это описать, что проникает, достигает отдаленных уголочков Вселенной. Угу. Эта информация об ее освобождении вот так распространяется по космосу. Угу. Да, интересно. Хорошо, Виктория. Закрываем порталы, прощаемся Да. Ольгой. Угу. Отсоединяйся от всех и всего. Угу. Проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Хорошо. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты увидишь физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.